Друзья, продолжаем сумку. Чего у нас сегодня? Детальки. Так, я совсем забыла, что нам нужно сделать тут кое-какие детали. Давайте начнем сначала с них, а потом продолжим всем остальным. Итак, нам нужно прошить здесь крестики. Add internal isoline 3. Теперь делаем так. Прям к сумке эти крестики я пришивать не стану. Ну, это прям уже слишком будет. Слишком долгая песня. Я просто сделаю декоративные крестики. Для того, чтобы сделать, нам нужно построить вот эти направляйки. Так, берем наши швы. Отлично. Так, тут все, да? Вот такой вот декоративный элемент у нас получился. То же самое нам надо сделать вот здесь. На этих штучках. Так, 3, да. Только X. Так. Сделаем мы это вот таким образом. И вот так. И то же самое здесь. Так, крестики готовы. Такие детальки на самом деле очень важны. Так, что-то мне подсказывает, что у меня слишком низко находится вот эта штука. Ну, вроде бы нормально. Хорошо. Итак, для того, чтобы сделать шлейку, нам понадобится... Так, и еще у меня нету здесь стича. Это на каком месте? Ага, это здесь. И это у нас... Вот он. Потерялся стич. Все, думаю, что подойдет. Хорошо. Уже прям в такие дебри мы вдаваться не будем. Так, еще я хочу вот эту штучку сделать потолще, как будто бы она сделана из... Так, экстраколлижан 1. Ну, как-то так. Или даже... Полтора. Так. Дайте-ка я сделаю по-другому. Уберу я, например, вот это сшивание и сделаю это так.
Просто булавками скалю. И, возможно, этого будет достаточно. Угу. Что-то вроде того. И тут то же самое. Так, не получается. Так, получилось. Тоже получилось. Окей. Так, не показывать булавки. Все. Хорошо. Так, самое страшное это вот эта штука. Сначала мы будем делать из нескольких, как это сказать, из нескольких элементов. Так, знаете, что мы сделаем? Мы возьмем, продублируем вот это. Ctrl-C, Ctrl-V. Поскольку у нас уже есть здесь изгиб, и мы им и воспользуемся. А еще и швы тут есть настроенные. Этим мы и воспользуемся. Единственное, что я сейчас сделаю, так это беру вот это и укорочу это сантиметров на 10, на 12, на 15. Вот так. Так, нам нужно сделать такую штучку, которую мы повесим сюда. Но, как видите, она шире, чем нам нужно. Поэтому сделаем мы следующее. Берем сейчас X и сдвигаем это все. X еще здесь. И сдвигаем это все на пол сантиметра. Так. Так, это я пока удалю нафиг. Это мы сделаем по-другому. Add internal isoline. Ой, 0,2. Extended. Окей. Теперь мне не нравится то, что тут произошло. Вообще. Так, не так сделано. Сначала отложим здесь Add internal isoline 0,2 default. Только не extended, а просто. Супер. Теперь соединяем это с этим. Так, здесь merging поинты. И у нас это уже цельная штука. Здесь делаем add internal isoline. Окей.
Ладно, тут небольшое искажение, но это пофигу. Так, здесь приснапили. Окей, теперь сюда мы можем кинуть наш этот стич. Я не могу, потому что у меня здесь не смерджено. Merge points. Теперь смогу. Так, здесь окей. Только теперь здесь нам нужно сделать offset pattern outline 3,2. Так, вот это надо было бы убрать. Вот эту галочку. Offset pattern outline 3,2. Add internal isoline 3 сантиметра в другую сторону. Так, add internal isoline 0,2 в дефолтную сторону. Дальше merge points. Вот это сюда присобачиваю. Дальше сшивание N вот с этим. Это вот с этим. Так. Вернись, Б. Так, вот это мне нужно убрать. Отлично. Теперь нужно настроить перекрестие. А как я тут крестики эти делала? Так, что ли? Нет, я тут буквой К делала. Окей. X. Так, Z. Не то. Вот так. Теперь сшиваем M сюда и сюда. Ну-ка. Ну, типа да. А это... Так, М сюда и сюда. Только до конца надо было не дошивать. Так. Вот так. Ну-ка. Хорошо. Здесь окей. Только вот здесь теперь вот здесь. Нам или где это? Или вот здесь вот. Нам нужно сделать 180 градусов. Либо, подождите-ка. В обоих местах нужно сделать не 180, а, например, 100... Ну или 200. Что-нибудь такое. Да. Чтобы его немного раскрыло. Окей. Теперь мы можем сделать стичи. Так. Стич не до конца.
Теперь у нас есть заготовка. Хорошо. Делаем то же самое для... Делаем дубликат, вернее. Ну. Мы не можем сделать дубликат, потому что это симметричная копия, поэтому мы делаем instance pattern. Вот я балда. Ладно, instance pattern сделали. Сдвигаем. Переворачиваем в другую сторону. И вставляем сюда. Даем немного просимулироваться. Ведет себя отлично. Теперь мы можем продолжить делать всю шлейку. Итак, вся шлейка у нас, по-моему, 64 сантиметра. Здесь у нас 7. Значит, это будет 57. Хорошо. Что я могу сделать? Могу я Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Это же у нас изнанка, да. Так, что делаем? Отрезаем вот это. Кат. Это мы удаляем. Это тоже удаляем. Осталась у нас такая шлейка. Так, вот эти... Что это у меня тут? Так, тут топ-стич надо удалить. А вот эти штучки мы делаем, чтобы они тянулись за краем. Так, мне нужно, чтобы эта штука расположилась вот так. Ну, как-то так. Мне нужно, чтобы она была 57 сантиметров. Так. Подождите-ка. Это уже слишком... Это ж на всю шлейку уже. Не, подождите-ка, я запуталась. Какого размера у меня там? Ну да, она должна свисать. И мы ее должны положить наискосочек. Так. Как-то так это должно лежать. Хорошо. Теперь мы делаем Ctrl-D. Мы не можем. Божечки, я уже задолбалась. Так, Instance Pattern мы делаем. Поворачиваем его на 180 градусов. Сдвигаем сюда. У меня есть две причины, почему я делаю из двух частей эту шлейку. И я их вам обе покажу в свое время. А пока что просто доверьтесь, почему я не делаю сразу целой полосой. Итак, сшиваем это сюда. Так. Дальше. Чтобы у меня сразу все не упало, я хочу зафиксить
Select mesh. Нет. Fix box. Вот. Я хочу зафиксить кусок этого ремня. Даже, наверное, побольше. Вот. И просимулируем. Отлично. Теперь пришиваем следующим образом. N. Ну, пусть так будет. Так. Тут пришили. Теперь тут. Супер. Давайте симулировать. Отлично. Теперь осталось только подождать, пока шлейка упадет. Как нам нужно? Для того, чтобы она лучше падала, давайте посмотрим, где что к чему пришивается. Это сюда, да? Так, самое время смержить части. Дальше. Точки merge точек удаляем. Только не линию, а точку. Дотягиваем это. Так, что-то у нас тут поубиралось. Давайте поделаем то, что исчезло. Так. Хорошо. Так, здесь что к чему пришивается? Здесь это к этому пришивается. Делаем то же самое. Merge. Дайте-ка я выберу. Угу, так не получится. Отлично. Придется продублировать. Ладно. Так, merge points. Точку можно удалить. Так, remove all baselines. Какие-то точки тоже можно поудалять. И допилить. То, что исчезло. Так, ну что, шлейка у нас стала целой. А теперь кидаем сюда мягкую кожу. И смотрим, как себя ведет. Угу. Еще у меня порвался шов. Да, все. Отлично. Давайте дадим просимулироваться, пусть упадет. Все нормально разложится.
Да, кстати, вот в это время вот это мы можем с фриза снять. Вот эту часть трима. Пусть оно симулируется вместе с тканью. Так, ну что, тут улеглось. Тут вроде тоже. Все нормально. Единственное, что для этой шлейки я делала ткань другую. Я сделала копию вот этой ткани. Так. Сейчас покажу зачем. Во-первых, мне не нужно здесь в материале вот эта сторона. Во-вторых, я хочу, чтобы это было потолще. Миллиметра 2. Вся вот эта ручка. Так, pressure мне не надо. Carved side geometry 20. Все. Ну вот такое вот прекрасное изделие. И последнее, что нам осталось, это сделать, как это называется, забыла, штучку, которая через плечо одевается. И сделаем мы ее, походу, в последней серии, потому что это уже вышло долгое. Ну а сегодня, ребятушки, рада была вас видеть. Спасибо, что смотрите мои видео. Пожалуйста, пишите комментарии. Очень важно, чтобы вы писали, что вам хочется видеть на моем канале. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Если есть прям насущные вопросы, пожалуйста, пишите в мою группу в Телеграм-канал, в чат Телеграм-канала. Ссылочка будет в описании внизу. Ну, а пока. Пока.